Михаил Сергеевич жил у тихой реки Сосновки уже 3 года, после 8 лет в колонии за ту роковую драку, в которой погиб молодой человек. Он выбрал уединение не только потому, что хотел скрыться от осуждающих глаз, но и потому, что искал способ заново выстроить свою нравственную карту. Каждое утро начиналось с работы в огороде, каждое вечернее сидение у печки, с мыслей о том, как не повторить прежних ошибок. Его домик стоял в 20 километрах от ближайшей деревни, туда редко забредали посторонние, и это давало ему ощущение безопасности, необходимое для глубоких внутренних перемен. Люди в округе помнили метку тюрьмы и говорили о нем шепотом, но за фасадом подозрительности была и другая правда. Михаил починил старый мост, помог соседям с бурением колодца и однажды спас пастуха от волка. Поступки, которые незаметно переломили часть предубеждений. Втайне он все чаще думал о том, что искупление не должно оставаться только в памяти одного человека. Оно должно превращаться в дела, которые помогают другим людям избежать той же беды. В тот будний день тишина над рекой была плотной, как холст, и внезапный всплеск ее порвал. Михаил, собиравший удочку, увидел, как на воде кто-то борется за жизнь. Молодая женщина исчезала под волнами и снова всплывала, пытаясь ухватиться за воздух. Не думая о риске для собственной репутации или тени прошлых страшных слухов, он бросился в воду и вытащил ее на берег. Девушка была полуживой, синюшная и без сознания. Михаил сделал реанимацию, извлек воду из легких и донес ее в свой дом, где разжег печку и укрыл одеялами, пытаясь согреть дрожащую плоть и разбитую душу. Этот момент спасения стал для него не просто актом милосердия. Это было как искра, которая разжгла в нем старую, почти забывшуюся ответственность — помогать тому, кто слабее. Позже он узнает, что именно этот порыв сострадания приведет к цепи событий, которые полностью изменят его жизнь и дадут начало делу, которое переродится в целую сеть помощи. Когда девушка очнулась и закричала в панике, обвиняя спасителя в похищении, в хижине произошло столкновение реальностей. Его честные объяснения и ее необъяснимый страх столкнулись в воздухе, пропитанном истериками и недоверием. Она была не просто потерянной. Она была на грани саморазрушения и вскоре призналась, что убила своего мужа, защищая себя и неродившегося ребенка от систематического насилия. Рассказ оказался тяжелым. Годы изоляции, побоев, угроз и попыток представить ее жертву в образе истеричной женщины. Для Михаила это прозвучало как эхо собственной жизни, в которой одна ошибка когда-то перечеркнула все. Его реакция была неожиданной для самой Лены. Он не оттолкнул ее, не стал судить, а предложил укрытие и помощь. Это решение сделало из случайной встречи начало союзной борьбы, не ради славы, а ради справедливости и восстановления достоинства. Первые дни Лена жила в хижине с осторожностью и страхом. Каждый шорох походил на шаг преследователей, каждый чужой голос — на угрозу разоблачения. Михаил терпеливо создавал для нее пространство безопасности. Он готовил еду, стирал вещи, укладывал под печку, маленькие жесты, которые возвращали человеку утраченное ощущение заботы. Она, в свою очередь, делилась деталями своей жизни. Брак с Игорем, которого на людях все хвалили, за стенами которого он был тираном. Поворот, который вскрылся позже, оказался неожиданным. Следствие при первоначальном расследовании было предвзято и лишь подтверждало модель системы, которая часто не хотела видеть правду жертвы. Эти дни совместной осторожности и доверия стали для них лабораторией взаимного исцеления, где каждый жест доброты и признания уменьшал груз стыда и страха. Неожиданно на пороге хижины появились полицейские, участковый и майор из областного управления, разыскивавшие беглую подсудимую. Лена спряталась в погребе, а Михаил спокойно принял обыск, сохранив видимость полного порядка. Однако внутренний накал был велик.
Приходы властей могли поставить под угрозу и его свободу, и безопасность той, кого он приючил. Обстоятельства усложнились тем, что майор оказался человеком прагматичным и не чуждым любопытства. Он заметил женские вещи, сушившиеся у печи, и спросил непростые вопросы. Когда они ушли, оставив после себя легкое чувство тревоги, Михаил понял, что просто прятать Лену недостаточно. Нужно действовать активно, искать адвоката, доказательства, свидетелей. Это решение стало точкой невозврата. От крыши у печки до судов и журналистских публикаций дорога была длинной, опасной и непредсказуемой. Михаил отправился в город и обнаружил, что найти хорошего адвоката и собрать доказательства будет тяжелее, чем он думал. Люди боялись связываться с делом, где обвинение казалось очевидным, а у Игоря были связи и влияние. Тем не менее, случайная встреча с адвокатом Семеновым дала надежду. Опытный юрист согласился взяться за дело за приличную плату и потребовал времени для сбора массы документов, медицинских справок, свидетельских показаний, экспертиз. Поиски свидетелей превратились в детективную работу. Соседка, которая ночами слышала крики, продавщица, видевшая синяки, бывшая девушка Игоря, вынужденная молчать из страха, все медленно начинали говорить, когда поняли, что их показания могут спасти человека. И тут всплыл неожиданный поворот. Кто-то подбрасывал ложные следы, чтобы замять дело. Заплатные звонки, фальшивые сведения, попытки подкупить свидетелей. Это показало, что противостоять системе и влиятельным людям значит быть готовым не только к юридическим баталиям, но и к грязным приемам. Ключевой переворот в деле произошел, когда нашли запись с соседской камеры. В ней слышались удары, крики, и затем тишина. Однако и тут не все оказалось простым. Выяснилось, что оригинальная запись была частично удалена, а сосед сначала отказывался сотрудничать. Только вмешательство адвоката и обещание защиты со стороны местной общины заставили его раскрыть копию, спрятанную на старом телефоне. На записи были слышны крики Лены, крики Игоря, звуки драки, доказательство, которое могло перевернуть дело. Но открытие записи привело к неожиданным последствиям. В СМИ всплыли факты о прошлом Игоря, его конфликты на работе, агрессия по отношению к бывшим, попытки давления на бывших коллег. Это изменило общественное мнение и показало, что проблема домашнего насилия далеко не случайна. Это системная беда, маскируемая за фасадом благополучия. С новым пакетом доказательств прокуратура согласилась пересмотреть дело, и началось длительное следствие. Экспертизы, психологические оценки, опросы свидетелей. Судебный процесс превратился в публичное событие. Внимание медиа, общественные организации и женские движения поддержали Лену. Но и здесь появился неожиданный конфликт. Старый следователь, который вел первоначальное дело и был уволен за халатность, попытался воспрепятствовать пересмотру, используя связи и инсайды. Ему противостояли адвокаты и активисты. И в итоге судьи признали, что систематическая изоляция и угрозы Игоря создали у Лены состояние аффекта, и ее убийство имело признаки необходимой обороны. Вердикт присяжных был единодушен, невиновна, и это решение осветило не только ее судьбу, но и многие похожие дела по всей стране. После суда отношения между Михаилом и Леной вошли в новую фазу. Благодарность плавно перетекла в уважение, затем в теплое чувство, а позже в любовь. Они не спешили с решениями, уважая травмы друг друга и строя доверие шаг за шагом. В совместной жизни появились новые обязанности. Дом превратился из хижины в уютный семейный очаг. Михаил устроился на работу в районную администрацию. А Лена окончила психологический факультет и начала помогать женщинам. Поворот событий добавил еще один штрих. История их спасения и суд стала достоянием прессы, и многие, кто когда-то стороной проходил мимо чужой беды, теперь обращались к ним за помощью. Но в тихой радости зарождалась и новая опасность.
Известность привлекла тех, кто мог воспользоваться их уязвимостью. Старые знакомые Игоря начали угрожать, а один из бывших коллег устроил провокацию в адрес центра, требуя закрытия. Их работа выросла в проект «Вторая попытка». Сначала это был небольшой приют для пострадавших, затем юридическая и психологическая помощь, а позже полноценный реабилитационный центр на берегу той самой реки. Они патрулировали берега, обучались спасению на воде и помогали тем, кто хотел уйти от насилия. Но судьба испытала их снова. Однажды в их дом ворвалась группа вооруженных людей, которые пришли за женщиной, которой они помогали. Муж с криминальными связями вычислил ее убежище. Михаил вступил в перепалку и едва не погиб, а Лена с ружьем сумела остановить нападение. Этот случай привел к аресту банды и усилению мер безопасности в центре. На этом этапе они поняли, что, защищая других, рискуют собственной жизнью, и приняли решение расширять сеть сотрудничества с правозащитными организациями и правоохранительными органами, чтобы защитить уязвимых. Неожиданно в их жизни появился еще один невероятный поворот. К центру обратилась пожилая женщина, которая всю жизнь искала потерянного ребенка, и оказалась матерью Михаила. Оказалось, что она бежала от мужа-тирана десятилетия назад и думала, что потеряла малыша навсегда. Воссоединение стало катарсисом для всей семьи. Невысказанные обиды, упреки и тоска сменились слезами прощения и долгожданной радостью. Эта история усилила их миссию. Теперь центр не только помогал жертвам насилия, но и искал утерянные связи, работал с переживаниями разбитых семей и создавал программы восстановления родственных отношений. Вдобавок к этому открылось еще одно неожиданное следствие. Дневник матери, где она предчувствовала, что сын вырастет добрым человеком и посвятит жизнь помощи другим. Это придало их делу символическую глубину и еще сильнее сплотило команду. Центр «Вторая попытка» стал примером, как индивидуальный выбор одного человека может разрастись в движение, меняющее судьбы тысяч. Они открывали филиалы, обучали специалистов и создавали программы для мужчин-агрессоров, чтобы разрывать цепочку насилия. Однажды к ним пришел молодой человек, который признался, что бьет свою девушку. В нем они увидели себя в молодости и рискнули взять его в программу реабилитации. Через длительную работу с Михаилом и психологические сессии Александр изменился и впоследствии создал новую семью без насилия. Но в процессе работы периодически всплывали новые угрозы. Бывшие мужья, криминальные покровители, даже адресованные по почте угрозы. Все это требовало от центра гибкости, юридической защиты и общественной поддержки. Прошло время. Ребенок Мишка вырос, поступил в медицинский институт и стал детским хирургом, а сама семья превратилась в живой пример, включенный в школьные программы как образец перемены и силы сочувствия. Центр помог десяткам тысяч людей. Кто-то нашел работу, кто-то восстановил связь с детьми, кто-то смог пережить потерю и начать заново. Но история не была лишена и новых драм. Несколько раз на центр пытались организовать рейды местные криминальные структуры, однажды был поджог подсобного помещения. Все эти испытания только закаляли команду. Они научились работать с донорами, строить безопасную систему приема и защиты клиентов, а также обучать людей экономической независимости, основного фактора выхода из абьюзивных отношений. В финале их истории судьба преподнесла еще одно чудо. Письмо от одной из спасенных женщин, которая назвала своего сына в честь Михаила, и рассказ о том, как ее жизнь изменилась благодаря их помощи. Это стало для них не просто эмоциональным признанием, но и доказательством того, что цепочка добрых поступков имеет реальную силу. Она не только лечит отдельные судьбы, но и меняет будущие поколения. Они продолжали работать, строили реабилитационные центры, объединяли волонтеров, писали методички и выступали на конференциях, но всегда возвращались к реке, где все началось.
Там, у воды, они каждый вечер вспоминали тот момент, когда Михаил не прошел мимо, и знали, что именно этот выбор породил волны добра, которые разошлись далеко. Главная мысль этой расширенной истории — один смелый акт сострадания способен запустить процесс, который исцеляет не одну, а сотни жизней. Прошлое не приговаривает навсегда. Оно дает опыт, который при желании можно превратить в силу помогать другим. Но добавляется еще одно важное открытие. Помогать значит брать на себя ответственность за безопасность и последствия. Значит учиться выстраивать систему защиты, финансирования и профессиональной помощи, чтобы добрые намерения не разбивались о практические препятствия. История Михаила и Лены показывает, что второй шанс — это не только личная исповедь и любовь, но и честный, трудный труд по созданию структур, которые помогут другим встать на ноги. И если вы верите в то, что одно правильное решение в нужный момент может изменить судьбы, эта история — живой тому пример. Иногда достаточно просто не пройти мимо.